Добро пожаловать в Лахту. Фавионыч извращенец. В Европе сейчас обжигал рот. Все, встать надо с дивана, подняться и выйти из дома. Ну тебе осина в помощь. Это база, да, основа. Ну, как вы уже догадались, друзья, мы идем снимать пейзажную фотографию, зимнюю пейзажную фотографию в начале декабря. Поэтому, друзья, кто не знает, кто такой Фавионыч, подписывайтесь. Ну и распространяйте это видео, чтобы люди увидели. Потому что Майкл Кена. Извините, молодой человек, не подскажете, здесь река Каменка протекает. Не знаете, Пойдем, где она? Пойдем. Видишь, ломают Там, всё. там там говорят, снимают арт пейзажный. Арт. Замерзли все птицы. Кстати говоря, купил себе кружку. Налил здесь кофе с молоком, а вот я без молока налил, я 3 часа пить не мог. Настолько держит тепло, что вот обжигало рот. Пойдем. Рот обжигало, точно? Рот. Пойдем. Где-то я это место видел уже. Там свет, здесь тень. Вот туда покажу. И там кухня на мосту. Перед башней, смотрите, дымка. Ага. Да, но мы так пройдем насквозь. Ну что, слышал что-нибудь про Про Майкла Кену? Про Майкла Кена я слышал давно, видел про него фильм. Но как-то все это было далеко от меня. Что ли. На самом деле про него мало информации, не так много. Ну, потому что он не блогер, наверное, Ну да. Сейчас-то все блогеры сами себя, другого пути, наверное, Вчера нет. вышло видео в Шотландии, где Хитон снимает на пленочный Фуджик 6:17 пленочный. И в этом же месте потом выходит видео еще одного блогера, который показывает в том числе нашего Адама Гибса, который зашел вместе со мной в ленту, в ленту Explore, вместе со мной в один день на вторую позицию. Теперь мы знаем, где вот он снимает. Но у них там зеленые, желтенькие листочки, Ну, это зима. маленькие изморозки. То есть, а у нас в Питере что здесь? Морозы Ну вот, сибирские. Попробуем минимализм. да. Попробуем. Попробуем. Но пейзаж будет. Будет. А куда? Такую красоту. Вот сейчас напротив меня прямо находится, смотрите. Мы тут снимали. Сегодня как раз то время, когда надо снимать. Ты кто? Ты кто? Ты кто? С чего вообще начинает пейзажный фотограф? С чего нужно начинать? Что ты застал меня врасплох. Все, встать надо с дивана, подняться и выйти из дома. Вот с чего надо начать. Что, кстати, очень сложно. Ну, тут блогеры говорят, что надо начать с выбора камеры. Выбор камеры. Что мы думаем по поводу выбора камеры? А камера может быть самый простой. Что? Главное, вот чтобы было бы что снимать. Вот смотрите, какая перспектива. Красота. Оптика важнее. Оптика? Ну, у тебя сегодня, смотрю, оптика это биполярная или как она называется? Да, бифокальная. Бифокальная. Можете снять. Павел говорит, что здесь что-то есть интересное. И это, похоже, не воронье гнездо, слишком оно большое, по диаметру больше метра. Мы, кстати, летом с Павлом, или я тогда ходил, я аистов видел здесь. Похоже на аист. С другой планеты. Да? Да, ну смотри. О, снимаем. Думаешь, захватить снег. Это Варио, да, который? Это Вилтрекс. Вот этот, который. Вилтрекс, переходник. Нет, я имею в виду сам объектив-то, тот, который самый Да, этот ЕДшный. 8400. Угу. И я хочу сказать, что отсрочка не меньше 20 секунд, иначе смаз. Настолько вот он... Из-за того, что очень большой зум, да? Да, да. Я пробовал, вот, на 10 секундах делать нечего. Но некоторые считают, что снимать на зум и на еще длиннофокусные пейзажи — это извращение. Значит, Фавионыч извращенец. В Европе сейчас... Самый писк.
да, входит это. Да. вообще Вчера, прям- кстати, человек на 200 снимал пейзажи в Шотландии. Вот задержка А вы что думаете, друзья? на 20. Ну, кстати, друзья, если хотите, чтобы мы продолжили совместные выпуски про зимнюю пейзажную фотографию, поддержите канал. Все-таки здесь я вытянуть смогу, но буду делать, скомпенсировать экспозицию все-таки надо. Вот эта вот дымка, конечно, она... И пьем кофе. Ждем 20 секунд и пьем кофе. Ну, кстати, по этому поводу Маккена говорил, что он же снимал на очень длинных экспозициях, и он говорил о том, что часто он делает фотографии и идет спать, потому что у него некоторые работы, выдержка несколько часов. Он на ночь ставил камеру, открывал затвор, уходил, а утром приходил. Вот эти самые известные размытые фотографии, которые они сделаны несколько часов выдержка. Поэтому при отсутствии карбоновых штативов, кстати, замечу, Ну, деревянный, наверное. ну там разные были, алюминиевые. Павел говорит, что облако ушло. Так а насчет этих объективов других что-нибудь скажешь? Чего там есть что-нибудь будет? Сумочки там? Нету ничего. Нету? Нету. А это что в кармане? Прикиньте, чел без бленда снимает. А чё, Он не, солнце- он не солнце- фотограф вообще. Солнце за спиной. не А как же это? Роса осаждается. А день? Покажи людям. Большой тубус. У Ионыча в кадре редко бывает. Приемы съемки без штативов. Если у вас нет штативов, нужна вот такая штуковина, чтобы человека превратить в штатив. Вот таким образом. Это секрет от Ионыча. Друзья, я сделал коррекцию, потому что мы снимаем против света. Хотя все фотографы говорят о том, что надо снимать из тени, мы снимаем в обратную сторону сейчас. Чтобы показать вам, что это тоже можно сделать. Для этого я сделал коррекцию -1 на разных диафрагмах, я имею в виду. У меня самая резкая 2,8, 5,6. Знаешь, мы туда идем, там солнце нет. Посмотри, там тень. Мы в тени идем. В тень? Конечно, там бревно будет подсвечиваться. Мы бревно ищем. Вон, посмотри. Тут же идешь, вот сразу видно, видишь, попадает, вот, тень какая, смотри, сразу уже в телефон видно, что вот здесь уже, вот если бы у меня был широкий угол, я бы эти деревья снял в стиле Маккена. Но у меня нет широкого угла. Какие тени, вот посмотри сейчас сюда. Да. Обалденные просто. Вот. Да, да. И они концентрируются. Что, отличная погода, отличные ракурсы. Что сказать? Все-таки из дивана надо вставать иногда. Звезды ловить, чтобы. Звезды ловить, чтобы. Нет, вообще, ну смотри. Восхитительно. Даже если ничего не снимаешь, просто погулять, оно все равно прям как в сказке. Энергия прет. Энергия прет, конечно. Вон там поляну, смотри, какую увидел красиво. Посмотри, с белым. Вот тебе минимализм. Да, да. Посмотри, вон, поляна слева, видишь? Да вижу, вырубка какая-то. Ну, зрители подскажут, они смотрят, потом скажут, что вы не сняли красиво. Вон, посмотри, портрет. Да? Сделаем? Ну, света не хватает. Ну, А свет выйдет. как по мне. Ну вот, друзья, этот портрет хотел снять поближе, подальше, с разных ракурсов. Это, кстати, вот эти лианы, которые мы снимали с Павлом в том числе, ну вот зимний вариант.
У меня тут подзамерз затвор камеры, поэтому придется выйти отсюда. Но места здесь, видите, какие интересные. Все замерзшее, самое время поснимать. И вот эти лианы, видите, по березам. А Павел не хотел туда в тень идти. Ни в какую не хотел. В общем, друзья, Павел нашел место. Я заодно его поснимал тоже. Кстати, человек в кадре с пейзажной фотографией вполне уместен, я считаю. Как ты думаешь, Ансель Адамс был неправ, что не помещал человека в свои пейзажи? Ты знаешь, я считаю, человек в пейзаже имеет место быть. Силуэт. Силуэт, Да. Ну, блин, ну далеко не всегда. Ну, просто я говорю, что встречается человек, которого и снимать-то неохота. Ну, какой-то он не фактурный. Мы сегодня таких встречали? Да не Я по помню. дороге встречал. А, Человек шел палкой вот так вот, отгонял меня. Сосед причем. Нет, иногда просится прям человек, перспектива дороги, говорит, просится. Так, а что вы его сделали, нет. Павел? Что? Не то что-то с камерой стало, она уменьшилась. Я Чё сделал? Поменял объектив. А что, объектив какой-то другой? Это 14-30. О, это тот, на который снимался. Кстати, Ландшафт, да? Кстати, да. Слушай, а на 30-ки поснимай. Я А, хочу. 30-ки? Это мой любимый 30-ка. Кстати, я преимущественно на 30-ке сегодня и Она очень классная. снимаю. Кстати, хороший очень объектив. Я считаю, что такое фокусное расстояние 14-30 прям огонь для пейзажиста, как бы. Можно сказать, это базовый такой. Это база, да, основа. Вот и этот, вот, чтобы уступ зашел. Следы сейчас испортишь все. Ну так. Вот так. Ну, Ну, в общем, зайдете во фликер, Павла, посмотрите. подождите. Если Павел, конечно, соблаговолит выложить во фликер хотя бы одну работу. Если попросите. Выложит? Посмотрим. Я воспользовался рюкзаком Павла, чтобы пристегнуть свой штатив, который сегодня практически не использую. Лучший Сейчас, штатив — это руки Да, и ноги, и голова. и хвост, да. Люди уже обратно идут, видите, а мы все еще вперед. В такой погоде каждая веточка композиция. Да, соглашусь. Вот, что идешь и на самом деле, а потом домой придешь и думаешь, что ж я это не снял, что ж я Да, это не так снял. потому что смотреть надо. Видение вырабатывать. Кстати, да. Кстати, да. Как говорил Дон Хуан, видение. Осторожно, ты сейчас провалишься. Видение. Пойдем. Нет, я сегодня в адидасах, так что не должен провалиться. Да? Адидасы не тонут. Ну я же вот бобры тогда-то. Мне очень нравится вот эта композиция. Она, видишь, контровая, подсвечивается снег. Просто супер. Сегодня все лавры Павлу достаются. Он сегодня главный герой. Я сегодня свой кадр еще не дошел. Давайте, друзья, вместе найдем, потому что хватит уже. Все Павлу достается. Пора уже и мне что-то найти. Я знаю, что он там где-то за поворотом есть. Наверняка. Друзья, иногда приходится воспользоваться стволом дерева и присесть вот таким образом, чтобы показать вам абсолютно уникальный ракурс. Сейчас я вам покажу, друзья. Вот смотрите, друзья, пока. Я уже тут валяюсь в сугробах. Только не топчи там. Вот отсюда зайди. Осторожненько. Вот присядь спиной к дереву. О, блин. Посмотри. Вот.
Так, покажешь нам что? Потому что мы хотим посмотреть композиция, Слушай, ну, как строится. Покажу, что есть, как бы, мне кажется, да? А другого здесь нет пока. Ну ты на закрытый, надеюсь? Подожди, да. Давай, пока солнце не подожди. ушло, давай снимай, потом Подожди. покажем. Потому что солнце уходит быстро, а этот ракурс меняется. Видите, уже свет с другой стороны. И уже вот эта крона, видишь, не подсвечивается. Я успел снять, когда она подсвечена была. Она зеленая, поэтому это в цвете надо делать. Лидарами не пользуетесь для наводки на резкость? Нет. Нет? Слушай, я, конечно, этот... Ну вот, да, подожди. Я думаю, что надо сделать все-таки вот так. Худшее, что можно сделать в таких ситуациях, это мешать фотографу. Ну, свет сегодня изумительный, друзья. Уже начинается золотой час. Я как раз говорю, что надо немножко переставить поглубже. Да, вот. Потому что солнце, свет ушел уже. Ну, тебе осина в помощь. Я надеюсь, не влажу тут. Классическая поза пейзажного фотографа. Все конечности заняты. Вообще-то хорошая вот эта вот дорожка. Я на своем любимом месте, у осины. Ну, предварительные итоги таковы. Пейзаж зимний начался, сезон. Начался. Да, Он открыт. он открыт. Добро пожаловать в Лахту, на канал Фувионыча, во ВКонтакте Павла Марта. И с чем столкнулись, с проблемой с какой? Значит, летние привычки, то есть не вытащили аккумулятор, и он замерзает. Так что вспоминаем все хорошие. Погромче? Да. Вспоминаем, что аккумуляторы нужно убирать в карман, в тепло, иначе они просто мерзнут и все. Техника тоже замерзает. У нас сегодня около 20 градусов обещают вечером. Но сейчас вот уже чувствуется, что так, 15 точно есть в лесу. Ну и отдадим должное минимализм. Все-таки мы какой-то сегодня, надеюсь, найдем еще. Будет у нас еще время. Да, мы еще продолжаем. Да. От вас вы знаете что. Сюжет есть. Сюжет есть, осталось ракурс найти, да? Такая кривулька. Кто ищет, все всегда найдет. Ну вот, друзья, мы переходим к минимализму. Я делаю, правда, его не чистый минимализм пока, но сейчас сделаем сначала общий план, а потом уже другой. У меня, видите, замерзает батарейка. Как раз сейчас женщина боялась спугнуть кадр, но я ей объяснил, что согласно Анселю Адамсу не должен быть человек в фигуре, но я посчитал, что должна быть, поэтому мы пустили ее в кадр. И сделали на последних зарядах. У меня сели все батарейки. Засветки какие по веточкам идут. Да, посмотрите, вот обращаю ваше внимание, и Павел тоже обращает ваше внимание, что вот эти засветки, которые в лесу, которые я нашел, и мы сейчас сделали минимализм. Ну, не минимализм, это такой клоузап. Все, солнце начинает садиться, уже золотой час. Ну, а мы ищем. Вот я уже тут нашел, но мне уже нечем снимать. Друзья, да, если вам интересно, я сделаю цикл про пейзажную мобильную фотографию, в том числе минимализм. Часть кадров я уже в другом режиме перешел камеру, чтобы быстрее снять впечатление, которое Павел нашел. Посмотрите, все как он любит. Замерзшее пятно, то есть широкий угол сюда, ветка там, деревья тут. Что скажешь, Паша? Да. Это бомба. Кстати, да, вот, конечно, со светом, но Я бы снял это все, но если бы еще там выходил силуэт. Друзья, я вам сделаю панораму. Может быть, из вас кто-то напишет комментарий, а какой бы какой бы вы ракурс выбрали вот в этом месте. Посмотрите внимательно. Здесь есть где разгуляться, я даже боюсь здесь ступать, чтобы не нарушить вот эти красоту. Но вот здесь просто фантастическое пятно, и оно будет видно. Павел, в принципе, опытный человек по пятнам на снегу, по лужам, да. Видите, сегодня какой? Сегодня очень сильный мороз. Не, но оно создает... У меня, к сожалению, 3 батарейки все сели, но я в кармане сейчас отогреваю. Я тоже хочу снять именно вот этот сюжет тоже. Без пятна, возможно. Ну все, батарея. Да менять. Кончилось, да?
Да что хочешь. Практически. Что лучше всего восстанавливает силы Да. после зимней фотосессии? Имбирный чай от Фавионыча. Все. С конфетой. С конфетой. О, ничего себе. Снотища. Чего и вам желаю.